Всем снова привет. Практически через пару дней у нас в стране пройдут выборы. Ну ладно, не выборы, а процедура, почти никак не напоминающая выборы. 3 дня, электронное голосование, и все это в системе, при которой даже баночки с олимпийской мочой без труда подменяют спецслужбы. Эта процедура интересна власти и партии власти только тем, что она дает возможность позиционировать себя более легитимно, чем это есть на самом деле, при рейтингах, находящихся почти в полном дерьме. Вы в дерьме! Я, например, уже много лет не ходил на избирательный участок и не голосовал, не участвовал в этой процедуре, считая, что все давно решено. К тому же моих кандидатов до выборов не допускали. А каких-либо внятных стратегий, позволяющих грамотно показать жуликам у власти средний палец, никто не предлагал. Сейчас стратегия, позволяющая показать жуликам у власти средний палец, вроде появилась, и, судя по всему, она работает, но об этом немного позже. Ситуация сейчас такова, что у власти есть жулики, которые рассчитывают на то, что их партия, или партия по обслуживанию власти, кое является «Единая Россия», победит без существенных фальсификаций, жульничеств и прочей херни. То есть без очень уж видимых махинаций, которые обеспечат ей такую победу, не напрягаясь. Ведь в отличие от прошлогоднего лохотрона по Конституции, сейчас формальная процедура под названием «выборы» здесь все-таки нужна. Все должно быть безупречно, но без излишеств. То есть клин. Очевидно, что для победы той самой партии необходимо, чтобы за нее, за ее членов, по результатам подсчетов было отдано больше всего голосов. А рейтинги единороссов, мягко говоря, не важны. Поэтому у власти остается два варианта. Либо экстремально сушить явку для того, чтобы на процедуру 17, 18, 19 сентября пришло как можно меньше людей, что позволит им, использовав административный ресурс, привлечь на участки исключительно подконтрольную массу, состоящую из бюджетников и работников предприятий, набрав нужный процент голосов для партии власти без особых напрягов и крупных вбросов. Поскольку порога явки на выборах в России уже давно нет. Либо второй вариант. Если явка будет большой, им придется безжалостно фальсифицировать повсюду, везде, где только можно, что непременно будет зафиксировано и будет сопровождаться проблемами для жуликов. Поэтому я считаю, что наиболее оптимальным решением в сложившейся ситуации, например, для меня, было бы прийти и проголосовать за альтернативную партию, за альтернативного кандидата, хотя бы только потому, что если так поступит большинство, то это создаст серьезную проблему для этих жуликов, спутает им планы и в конце концов выведет на чистую воду. Они рассчитывают на тихую и гладкую победу той самой партии и ее членов, рассчитывают на административные ресурсы и на минимум фальсификаций. Но придя на выборы и отдав свой голос за другого кандидата, за другую партию, вы создадите серьезные проблемы для тех, кто играет с нами в наперстки, кто занимается шулерством и мошенничеством, кто лишил нас настоящих честных выборов. Вы заставите изворачиваться так, что фальсификации обязательно будут замечены и приданы огласке. Вы заставили преступников действовать необдуманно и тупо, действовать нерационально, оставляя следы и доказательства своей вины на месте преступления. Именно поэтому также важно идти в наблюдатели и фиксировать все возможные махинации, все преступления на избирательных участках. Нужно собирать доказательства этих преступлений. Это вряд ли можно назвать выборами, и лично у меня это будет не голосование за моего кандидата, поскольку там его точно не будет, ведь нормальных кандидатов до этой процедуры почти нигде не допустили. Но я приду и спутаю все планы тем, кто лишил меня настоящих выборов. Стратегия умного голосования, на мой взгляд, это решение, которое заставит жуликов сильно поднапрячься, да оно и сейчас уже заставило их неслабо подобосраться. Ведь выборами то, что будет происходить, назвать трудно. Вот представьте себе, что мошенник за своим столиком играет с вами в наперстки и предлагает вам выбрать, под каким наперстком лежит шарик. Так вот, стратегия умного голосования будет силой, которая тупо перевернет этот столик, разбросает наперстки и спутает все планы этому самому мошеннику.
Вам не нужен этот чертов шарик, вам насрать, под каким наперстком он спрятан. Вы просто поставите жулика на свое место так, что он сам не сможет найти свой шарик, испортите ему все планы и, возможно, заставите бросить это грязное дело и уйти к чертям подальше. Вот что такое умное голосование, и на это стоит обратить внимание. Ссылка будет в описании. Мне известно, что в силовых структурах, в том числе и в МВД, строго-настрого запрещается голосовать по-умному. Сотрудников заставляют открепляться от своих участков, им запрещается даже думать об умном голосовании и всем, что с ним связано. Им предлагается голосовать максимально глупо. Это говорит о панике и безумии в системе власти. Отпуска, бюллетени, всякие там записки от мамы и папы отменяются. Господа и дамы полицейские, бюджетники, работники заводов, думайте своей головой, принимайте свое решение. Не нужно выполнять заведомо преступные приказы или просьбы своего руководства. Да, и соблюдайте закон. У меня на сегодня все. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. Я не понял, что я должен подписать?